Всем привет! Это Razer Turbo Jets, чуть ли не самые компактные электроролики. По крайней мере, компактнее я не видела. Посмотрите, при желании они и в женскую сумку поместятся. Прежде всего, Razer – это не Razer, это две разные компании. Последняя выпускает игровые девайсы, а та, что пишется через О, создает персональный транспорт. И нужно сказать, за свои 18 лет в этом деле она преуспела. Выпустила целый парк крутой техники, начиная от обычных гироскутеров и самокатов, заканчивая трехколесной экзотикой, картами и рипстиками. Компания из Америки, и там у этого добра есть свои фанаты. Они собираются на ивентах, соревнуются и вытворяют разные трюки на площадках. В том числе катают и на электрических роликах. У нас такие штуки только набирают популярность, поэтому сейчас разберемся, что к чему и как на них вообще ездить. Ролики сделаны в виде платформ, которые пристегиваются к ногам прямо поверх обуви. Насадка размером побольше ведущая. У нее 3 колеса, есть мотор и батарея. У второй только 2 колеса и никакого ускорения они не придают. На ходу ее нужно держать за ведущей ногой, чтобы поддерживать равновесие и отталкиваться иногда, если движку нужна помощь. Сначала подумала, что ролики явно детские, ведь куда тут взрослую обувь впихнуть? Но оказалось, что все продумано. Нажимаешь кнопку, и платформа разъезжается с детского 25 размера аж до 46. Ну и предел веса тоже соответствующий – 80 кило. Можно и больше килограмм поставить на 50-миллиметровые колеса, но тогда ходовые характеристики роликов ослабнут. А так маленький электрический движок выдает 80 Вт мощности, чего хватает для разгона нелегкого дядьки с 46 размером ноги до 16 км в час. Неплохо. Итак, сначала как поехать? Продевайте ноги, пристегиваете их ремнями и задаетесь главным вопросом. Что это за красная кнопочка внизу? Да, лично у меня эффект был именно такой. Мой вестибулярный аппарат просто взорвался. Вы уже знаете, что такого рода штуки мне даются тяжело. Максимум, что я осиливаю, это гироборд. Эти же ролики ни в какое сравнение с ним не идут по ощущениям стабильности и контролю. Равновесие нужно держать, опираясь на пятки, и к этому нужно привыкать. Мне реально было тяжело на них просто стоять, поэтому приходилось опираться о что-нибудь или кого-нибудь, и выглядела я при этом... В общем, что я хочу сказать. Во-первых, с этими роликами нужно быть осторожными. А во-вторых, если вы плохо катаетесь на любых роликах, то приготовьтесь потратить время на обучение. Нужно, чтобы кто-то как минимум страховал или держал за руку. Но все это субъективный опыт человека со слабым вестибулярным аппаратом. Если же вы более-менее стоите на коньках, роликах, то и на этом чуде после часа-двух привыкания поедете легко. В этом случае все будет выглядеть просто. Застегнули липучки, нажали кнопку, оттолкнулись и поехали. После толчка включается мотор, и ролики едут только за его счет. Чтобы поддать газу, нужно отклониться назад, упираясь пяткой в платформу. Носки же в это время ни на что не опираются, просто держатся горизонтально. За счет этого в любой момент можно сбавить скорость и перейти на шаг. Например, чтобы переступить бордюр или спуститься по лестнице. Или делать всякие акробатические трюки, сальто, кувырки и прочее. И это огромный плюс этих роликов. Ты вроде бы и пристегнут, катаешься, но в любой момент можешь перейти на шаг. Без вот этого вот «подожди, мне нужно снять ролики, где бы присесть». Еще они очень компактные, наверное, одни из самых компактных электророликов в принципе. Легко влезут в маленький детский рюкзачок и не будут отягощать спину, как пара кирпичей. И ведь обычно это так и есть. Из-за батареи электроролики весят так, что пока доберешься до места, то и кататься перехочется. Тут же батарея, считай, невесомая. При этом 2100 мАч хватает где-то на 30-50 минут катания. А за счет возможности отсоединения можно докупить еще один или несколько аккумуляторов и менять их как обоймы. Тогда как вмонтированной
аккумуляторной батареи живут не намного дольше, а после разрядки тащи их снова к розетке на несколько часов. Кстати, тут надежный источник питания от LG с кучей сертификатов. Его даже в самолете можно транспортировать. Итого, что я могу сказать об этих роликах? Концепция мне понравилась. Они легкие, компактные, живут как и большинство аналогов и при этом не ограничивают свободу перемещения. Можно легко перейти на шаг. Поэтому могу смело рекомендовать их как детям, так и взрослым. Единственное, стоит учесть, что если вы плохо стоите на классических коньках и роликах, то с ними чудо не произойдет. Нужно будет потренироваться. Также неплохо бы заранее прикинуть, где будете кататься, потому что маленькие колесики чувствительны к грубому асфальту. Пишите, на чем из электротранспорта катались вы и что бы еще хотели попробовать. Ставьте лайк, если видео понравилось, будем чаще разбираться с такими интересными штуками. И, конечно же, подписывайтесь и включайте колокольчик, он напомнит о новых видео. Пока!